Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. У нас уже несколько раз наших зрителей спрашивали, что это у вас в теплице за дерево, похоже на персики. Что это такое, как это можно в теплице выращивать персик? Да, у нас здесь в этой теплице пленочной вот такое место интересное. С северной стороны здесь елка. С северной стороны вот она у нас там сверху. И практически здесь ничего толком не росло. Во-первых, всегда холодно было. И вот, видимо, потому что мы так и не можем определить, когда, потому что никто не садил вот этот персик как саженец. И получилось, что весной, это было 3 года назад, мы увидели всходы здесь. Взошел персик. Ну и решили оставить его, посмотреть, что это за чудо, а потом пересадить. Но так как мы то одно, то другое заняты были, то мы, естественно, забыли. И вот 3-й год. В этом году он начал цвести. Когда я ему мало времени выделяла, решили, что здесь мы ему сделаем вот такой своеобразный горизонт. То есть формировка идет, чтобы здесь в теплицу не рос, а вот веточки вверх поднимаем. И весной он впервые зацвел. И что интересно, вот смотрите, какие красивые плоды. Оказался персик поздний, очень красивый вот этот. Он гладенький. И так как мы мечтали о том, что у нас вот период, у нас получается конец июня, июль и начало августа всегда есть персики разных сортов в саду. А потом перерыв, и только в сентябре появляются персики. Следующие сорта поздние. И когда мы увидели сейчас, что это у нас поздний, хотя цвел он раньше всех, так как в теплице теплее, то, естественно, мы его все равно будем оставлять здесь и формировкой будем дальше заниматься. Пытаюсь понять, как его формировать, как его обрезать. Ну, конечно же, обрезаю для того, чтобы кончики, чтобы все-таки сформировались вот эти плодовые почечки. Они уже формируются. И вот этот персик у нас так вот, ну, уже подрос где-то больше метра. И вот такой он симпатичный. Думаю, что будет вкусный, потому что это из серии, видимо, поздних персиков. Учусь пока, разбираюсь, что с ним делать дальше. Пока есть планы, но пока не будем об этом говорить. Самое главное, что мы получили урожай. Персики в теплице. Вот персик в теплице. Здесь они дружненько живут с баклажанами и с перцем сладким. Ну, а раньше всего тут у нас весной еще и перед томатами здесь и горошек был, и редис. Много разных культур. Ну, а теперь в теплице еще у нас вот такой житель появился. Вот смотрите, какой он красивый. Этот персик. Ну, я подозреваю, что это наш персик. У нас 18 сентября он созревает. Скорее всего, это из этой серии. Очень вкусный. Но нужно подождать, чтобы он полностью созрел. Смотрите, какой красивый. Гладенький, без вот этой опушенности. Надеемся, в следующем году будет больше уже персиков. Так вот интересно, просто брошенная косточка в мусор, вернее органика, мы все время всю органику с кухни отправляем в теплицу. И вот таким образом получилось, что вот эта органика именно здесь попала в конце теплицы. И здесь вот вырос вот такой симпатичный персик, растение персика. Хотели перенести, но уже теперь нет возможности. Мы будем оставлять здесь. Ну и будем наблюдать, как дальше это все у нас будет расти и какие будут урожаи. Ну, очень интересно. И мне хотелось бы еще сюда ранний персик, прививку сделать, чтобы здесь в разные стороны были еще 2 сорта, чтобы пораньше были персики. Потому что ранее они, естественно, в июне уже будут раньше, чем в открытом грунте. Хотелось бы иметь тоже свои персики. Вот такая сегодня у нас тема. Кстати, ничего особенного ему не делаем, потому что здесь получается органика, сама теплица. Мы выращиваем все у нас органически чистые, экологически чистые. То солому закопали, то кухонные очистки.
Но стараемся при поливах его не увлекать поливами, не даем ему перебор влаги. И он вот таким образом здесь в уголочке. Здесь своеобразная аура, и он сохраняет наши растения от холода. И вот таким образом и даже теперь дает первые плоды. Персику нашему 3 года. И этот эксперимент, оставленный персик, нам нравится. Нужно будет задуматься о том, что можно еще что-то придумывать в теплицах для того, чтобы иметь как можно дольше свои овощи и фрукты в теплице. Ну и особенно там места, где, вот я просто хочу еще показать, там в углу еще можно одно деревцо или косточку посадить, или же переведем, вот сделаем горизонтальную ветку, там внизу есть, и можно будет на нее тоже делать прививки. Но это все в планах, но очень интересная тема — персик в теплице. Раиса Греченко, Александр Волик случайно вот такой опыт получили. Ну и теперь имеем урожай, первый урожай на 3-й год персиков. Вот этих персиков, очень вкусных и вот таких красивых. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего самого доброго.